Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Фэй, будем ее прокачивать дальше. Мне один целый бронзовый сундучок на нее пол, ура! Да, везение у меня прям зашкаливает, как обычно, в принципе. Ну ладно, я думаю, хотя бы третий уровень прокачать мы сможем, я надеюсь. Потому что вроде бы на нем открывается первый слотик, а первый слотик даст уже Фэй немножечко больше, чем просто Фэй. Да, вот он, третий слотик, ну давайте посмотрим. 2 жетона у меня есть. Жесткие 180 хп накидываются на Фэй. Мощь качается. И, да, мы прокачаем даже третий уровень. Круто, просто нереально. Бустим за глаза. В общем, ладно. То дело такое, в принципе, что ему сказать? Я таки не нашел ни разу за все это время. Ну, то есть мне не попадалось Фэй в боях, поэтому я не смог вам показать, как работает против вас, то есть против противников. Активно навык Фэй. Вот он, третий уровень. Целое 1500 хп, даже 1600 уже. Жестко, мощно. Теперь будем разваливать, надеюсь. Так, ну и лутаем дальше. У нас, в принципе, здесь 3 атрибута. Ну, как атрибуты? Это просто бонусы к урону. Да, это не атрибут. Атрибуты нам не дают почти. Обидно, конечно, что есть. Ну и вот он, слотик плюс предмет. Открываем первый слотик. Жесткий первый слотик. Да, мощный. Первый слот взяли. И теперь берем предметик. Да что за... Отстаньте от меня. Обучение дурацкое. Дефибриллятор. Если что, это первый, да. Ну и что ты мне хочешь? О, да. Информат. Через информацию надеваем. Понимаю. Да, кстати. На Фэй, наверное, по сути, больше нечего одевать, поэтому одеваем кассетного. Хотя, опять же, халат доктора. 64% эффективности. Наверное, это будет эффективнее гранатки. Опять же, гранатка у меня какая? 51 урон. Радиус 50%. Ну, блин. Урончика больше. А это смогу похилить этих неадекватов, которые будут вместе со мной играть. Выгодно, наверное. Ладно, давайте халат оставим, пусть будет. В принципе, сойдет. Фэй берем. Атрибутов вроде не было, если я не ошибаюсь. Давайте глянем на всякий случай, мало ли я что-то не заметил. 0, 0, 0. То есть до 4 уровня у нас вообще нет атрибутов. То есть никакие не даются. Обидно. Я думал, хоть что-нибудь дадут. Ладно, отправились в командные бои. Побустим рейтинг за Фэй и посмотрим, как будут реагировать противнички на то, как я буду в них кидаться чернилами, потому что там, ну, как по мне, это слишком имбово. Боты, конечно, на это реагируют, как реагировали на активный навык Рави, а вот игроки, ну, реагируют совсем по-другому. Блин, серьезно, я вот когда-то один раз у меня это было, то есть на меня попала Фэй, вроде 7 уровня, в самом начале, когда их только в первый день добавили, этого персонажа, и там было нечто жесткое. Опять же, у Фэй 4 оружия, по идее, просто нужно ходить и лутать все, что можно ходить лутать. Легендарный дроп забирает первый уровень, баг. Ну, мы, если что, мы его это самое незаметно отдадим нашим противничкам, да? И шотнем, и заберем себе легендарный дробовик потом, я надеюсь. Хотя у нас 5 уровень баг был, ой, Брюс. Вот надо было ему отдать легендарный дробовик, было бы классно. Кстати, заметьте, видите, все-таки убрали, видимо, как я и говорил ранее, эту подкрутку низким уровнем. Ну, это должно было быть в реальности, потому что это очень странно, то что низкие уровни имеют такие же хп и такой же урон, как и высокий уровень. То есть ты попадаешься там 5 против 15, и у вас там почти все одинаковое, да? Конечно, атрибуты не одинаковые, все такое, но в большинстве своем одинаково. А теперь видно вот разница хп Фэй, хп Брюса, да? Ну, хотя он, по идее, должен быть не такой же. Ну да ладно. Так, вы видали, что там крабик делал? Вы видали этого дерзкого, мощного зверя? Вы видали, что они творят? Вот это, понимаю, первые уровни элиты мне попались в бою в этом. Смотрите, что они делают. Ну, конечно, кстати, вот минусы большой Фэй, это вот эти вот капканы, на которые потом фиг попадешь. Ну, что поделать. Пока что играем так. Надо бы найти противничка и закидать их моим прекрасным чернильцем. Вот таким вот чернильным шариком. Хотя было бы красиво, если бы что-то выпускалось. А ну-ка, кинем в этого, посмотрим, что он сейчас будет делать. Смотрите, убежал. Блин, ну что ты убегаешь? Я хотел подраться, они убегают. Ну что за противнички такие попадаются странные? Ладненько, мы, наверное, тут победим, скорее всего. Главное быть рядом с Брюсом. И все у нас будет хорошо, в принципе. Потому что Брюс будет танчить, я буду дамажить, кидать вот эту вот штучку прекрасную. Ну, кстати, кидается далеко. И вроде задержку убрали. Раньше была задержка, мне кажется, в китке. Но это не точно. Итак. Вы видели радиус гранаты? Радиус гранаты. Радиус гранаты. Без единого атрибута. 0 атрибутов. Как бы чекайте проход.
Я уже про это говорил еще на первом уровне, но я удивлен, что на третьем осталось то же самое. Это вообще нормально? Это по-любому подкрутки. Кстати, мой баг с легендарным дробовиком, если что, чекайте. Ай, ну это первый уровень, ладно. Но все равно обидно, что не берут легендарный дробовик, а потом стараются такой вот фигней. Так. О, в воде, оказывается, подвижность классная. Интересно, а если использовать сандали святого плюс подвижность в воде? Кстати, чекайте сейчас... А нет, не получится сказать. Так. Ты что такой детский хамелёж? Сейчас закидываем, короче, сюда эту штучку, и они меня, по идее, сейчас не видят вообще никто. То есть они меня сейчас вообще не видят, и, видите, реально им страшно. Игрокам вот реально они, когда получают вот эту штуку, и смотрите, им страшно просто становится, они начинают убегать, но ничего не видят. Это упорото смотрится, на самом деле. Ладно. Зебр там стоит, давайте его пробахаем немного. Ну что, изи катка, получается, затащили. Кстати, халат доктора. Да, очень полезный артефакт. Так, ну я, наверное, сейчас возьму гранату. Ради интереса, потому что если там вот... Ну, вы видели, да? Этот радиус. Если там сейчас от этого радиуса 50% будет радиус, ну, это нормально, я считаю. Использовать 5 аптечек в одном бою. Ну да, на фей точно смогу использовать. Так, берем, оставляем командный бои. И давайте заменим предмет. Надо было, конечно, на предметы нажать, было бы проще, но я уже сюда нажал, поэтому ладно. Так, с предметики. Давайте все-таки гранатку наденем. Халат, конечно, штука хорошая, намного лучше, чем граната для фей сейчас, но... Мне этот радиус очень удивляет. Очень. Потому что там смотришь прокачанный радиус на каком-нибудь персонаже, у которого тоже такие гранаты, а у него меньше. И ты такой думаешь, чего? Чего? А что же тут будет с прокачанным радиусом тогда? На полкарты, что ли? Как было, помню, когда-то... Не помню, ну вроде на патч 4.0, да, на тестовой версии играл, там граната на полкарты, как бы, ну, кидаешь вот так вот, у тебя там тройные гранатки разлетаются на всю оставшуюся карту, и просто весь экран в одной гранате. Было, конечно, прикольно, кстати, можете видео найти на канале, кому интересно эту дичь посмотреть. Но, ладно. Ну, кстати, вроде не уменьшилось. Но это серебряная, еще золотая же есть, да? Ладно, надо играть с командой. Какой командой? Ага, Брюсик тут кого-то убивает, красавчик, красавчик. Ну, кстати, вот Фей... Я опять же намекаю, имеет очень высокую подвижность в воде. Если добавите сандали святого, будет интересно посмотреть, что у нее за скорость будет. Потому что если там реально будет такая скорость с усилением от сандали святого, то есть вода, скорость в воде, плюс сандали святого, это реально очень хороший буст и может затащить. Так, ну, пока что закинем так. Так, кидаем всякие разные... Ну вот почему? Когда мне нужен халат доктора, у меня его нет. Ай, почему их тут 5, а нас нет? А? Почему вы там стоите, боты? Они не боты, конечно, но... Что они там стояли, я не знаю. Ладно, печально мы проиграли, нас было меньше, их было больше. Обидно. Еще и Брюс какой-то странный. То есть, у нас долетел сквад в черепаха. Брюс это все видит, такой стоит где-то там сверху и смотрит на это все. Ну, тоже очень странно. А мне надо было, скорее всего, оставаться на островке, я бы смог там лучше себя реализовать. Позакидывать красивенько, ну, что получилось, то получилось, бывает. Как говорится, командная игра, она такая. Взял гранатку и сразу не пошла не в то русло. Эх, как обычно. Кстати, тут неплохо получается. Закинем. Ага, попал. Попал. 2 фей в бою, понимаю. Кстати, ну это ж... Блин, она же за меня, я ж не потыщу. Ну, если что, может, кстати, поиграем за фей, может, найдем противничков, которые смогут нам задать тест. Левчанский, это что такой бегающий, а? Куда ты сбегаешь? Испугался? Испугался. Закинем черепах этой штукой. Да, короче, раньше 12 уровня даже нет смысла тестить. По сути, по всему персонажу. Поэтому просто будем прокачивать. Ну реально, они действуют слишком неадекватно. Ты не можешь понять, как это работает или нет, потому что твои противники просто настолько неадекватны, что это нереально тестить вообще. Вот, сейчас закинем сюда эту штуку. Так, ну все, они теперь меня, по идее, не видят. Ну, те, кто находится под штучкой прекрасной. Так, ну, мы тут все шотнули. Сюда тоже сейчас закинем, там бак 5 уровень. Ё-моё, какой жесткий бак. Так, нужно уворачиваться сейчас от бака, закидывать в него эту штучку, фейвскую. И попытаться сейчас задамажить. Красивенько. Но опять же, вы видите, здесь очень жесткий бак сам по себе. Так, и с ним очень сложно в этом плане. Не, ну я не смогу вытащить никак. Слишком слабая команда.
чисто один баг 5 уровня все затащил. Вопрос, зачем они шли с ним в ближний бой, я так и не понял. Ну, жираф-то, понятное дело, резать пытался. Лучше бы дамажил, но... Ой, просто стоять, стрелять они не могли. Это слишком сложно для этих ребят оказалось. Это ж да. Баг же так к ним бегал. Прям стоял на одном месте, чел. На баке и все, ничего не делал. Но стрелять в него было сложно. Очень. Как видите, гранатка очень сильно помогает. Очень. Поэтому мы вернем халат доктора. Вот как всегда. Вот только зайдешь потестить гранатку, сразу бои какие-то попадаются, где неадекватная команда умирает за полсекунды и все. Или ничего не делает просто, и все. Да. Обидно. Я, кстати, взял дефибриллятор, да? Да. Ой, ладно, неважно. Что взял, то взял. В принципе, здесь этот предмет один ничего не решает. Наверное. Итак, моя команда жестких терминаторов и нубов готова. Ну и, конечно же, плеер, как без него. Лорд, терминатор, нубы, плеер и я, конечно. Элита зубы собралась вместе. Будем сейчас нагибать, наверное. Так, пока что только 3 оружки получилось достать. Ну ладно, то мы достанем остальное еще попозже. Посмотрите на скорость, еще под ярой, офигеть. Жестко. Жестко. Ладненько. Там к нам уже противник. Блин, я только что пытался нажать на копье, на которое у меня в КД. Точнее, которого у меня нет. Так, ну пойдем сюда, лук возьмем. Хорошенький, красивенький. Ой, там сверху еще и копье, надо бы за ним тоже сходить. Надо бы сходить. Да, кенгуру у нас, конечно, очень хороший. Ладно, бывает. О, копье какое-то появилось. Я странно не ожидал копья в этот момент. Кстати, Яра сейчас меня не видит, если чё. А я ее вижу. Прикольно, да? Так, Брюсика шотаем дерзкого, который пытался тут что-то устроить. Так, Яра меня сейчас до сих пор видит. Ну, сейчас видит, да. Если на нее накину, то уже видеть не будет. Как она беспалевно там ходит и хилится, это да. Прям забейте. Итак, моя команда собралась в сборе. Кенгуру у нас тоже ожил. Это хорошо. Пока что просто бежим. Автоатачим, все дела. Там кто-то был, серьезно? А вот, да, кенгуру, смотрите, бегает. Что они там делают? Они кого-то убивали. Ё-моё, какие жесткие у меня тут сокомандники, смотрите, а. Прям вообще звери. Просто звери. Так, ладно, залутаем 2 арморчика, пока эти гении лутают стенки. И отправимся побеждать последний сквад. Да, у меня есть дабл армор, у меня есть фулл лут. Это же теперь, понимаете, 4 золотых предмета у Фэй. 4. Да, копье, конечно, это вот. Хотя, ну, могли бы сделать хотя бы дальность. Хотя бы дальность. Ну, чуть средненькую, да, не прошу там максимальную, как с атрибутами, да. Но средненькую-то могли бы сделать. Могли бы. Но это как бы стандартная дальность начальная, это плохо. Ее очень не хватает. Было бы, конечно, прикольно, если бы за уровня повышалось хотя бы. Бахаем сейчас немножко по этим красавцам на баках. Так. Ну, сейчас закидываем всем, что есть. Да, блин, что? Это ли акул просто влево-вправо, влево-вправо. Ой-ой-ой, аккуратненько, аккуратненько. Гений на акуле стоит. А тут еще и кенгуру у них стоит. Ё-моё, сколько ж там гениев в одной точке собралось. Так, закидываем. Кстати, акул сейчас не видит противников. Черепаха надо додушить. Так, ну там еще сверху баки душат. Надо им тоже, с них тоже получить немножко урончика, чтобы им жизнь малинкой не казалась. Так, дожал, отлично. Вот сразу видно, когда адекватные игроки в команде там красиво стреляют, кнопочки нажимают, ну стараются, да? По крайней мере. Не то, что обычная моя команда, состоящая из не пойми кого. Кстати, черепах туда убежал. Надо ему гранатку закинуть, чтобы он подумал о том, куда он бежит и зачем. Ну, видали, когда, кстати, автоатака попал. У черепаха шансов нету, вон все, он в ловушке. Пыщ. До свидания, черепах. Добегался с ботиночком, добегался. Ладненько. Видите, вот дефибриллятор просто берешь, даже не нужно его использовать, уже бой затащил. О, халат берешь, бой тащишь. Дефибриллятор берешь, бой тащишь. Берешь гранату, сливаешь бои. Логично, логично. Конечно, это не подкрутка, конечно, нет. Просто случайность, да? Да, случайность, именно так. Видимо, эти предметы теперь доступны только для адекватных игроков. То есть, если ты берешь этот предмет, то адекватный, тебе кидают адекватную команду. Если не берешь, то нет. Наверное, так это работает. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Вот такая вот Фэй. Постепенно будем прокачиваться, как будут выпадать жетоны. Надеюсь, дойдем до приличного уровня, до приличного рейтинга. И тогда уже сможем посмотреть,
насколько же она все-таки будет хороша против других игроков. Потому что пока что слишком долгий КД, я могу сказать, его актив навыка. За замес не всегда получается реализовать. Вот такие дела. Ну, опять же, вы видели, какие тут бои на первом уровне, на третьем уровне, да? Сами все понимаете. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.